Во времена, когда Индия еще принадлежала Британской империи, один из британских начальников на местах решил заняться проблемой кобр, которые расплодились в городе Дели настолько, что стало трудно жить. И он объявил, что каждому человеку, который принесет дохлую кобру, будет выдаваться небольшое денежное вознаграждение. Ну и дело пошло. Люди начали приносить пучки дохлых кобр и получать за это деньги. Шло время, но количество змей в городе почему-то не уменьшалось. Начали выяснять, почему. И выяснили, что предприимчивые индусы начали разводить кобр прямо на дому, специально для того, чтобы потом убивать и приносить и обменивать на деньги. Оскорбленный в лучших чувствах начальник отменил свой указ. После чего новоявленные бизнесмены поняли, что эти кобры им больше не нужны, и просто выпустили их из клеток в город. И вот тогда в городе Дели действительно стало не продохнуть от кобр. Этот исторический анекдот породил термин «эффект кобры», который употребляется преимущественно в экономике, но и в других областях тоже. Это когда для решения какой-то проблемы применяются методы, саботирующие решение проблемы и ухудшающие ситуацию. К примеру, глобальным и вопиющим примером эффекта кобры были последствия сухого закона в США, когда в 20-е годы в стране запретили производить и продавать алкогольные напитки. Надежда была на то, что уменьшится преступность и улучшится здоровье нации. Но в результате преступность выросла, алкоголизм среди женщин и подростков вырос, и очень много людей отравилось денатуратом и поддельными алкогольными напитками. Но самый худший исторический пример эффекта кобры, на мой взгляд, случился в Канаде сразу после Второй мировой войны. Это был скандал с сиротами Дюплесси. С вами «История культуры» и «История бескультурия». События, о которых пойдет речь, происходили в течение конца 40-х и все 50-е годы в Квебеке. В эти годы в Квебеке премьер-министром был Морис Дюплесси. Он был премьером в течение 15 лет. Это до сих пор непревзойденный рекорд. Дюплесси был неженатым, бездетным карьеристом, очень консервативным, очень религиозным, как потом выяснилось, глубоко продажным. Он ненавидел коммунистов, он в корне уничтожал любое рабочее движение. И он был знаменит своей фразой, что небеса голубые, а ад красный. Дюплесси всю свою карьеру работал в плотной спайке с католической церковью. Если вы никогда не жили в Квебеке, то вам, вероятно, будет странно услышать, что в середине 20 века в Канаде целая провинция жила фактически под контролем католической церкви. К примеру, в Квебеке вообще не было Министерства образования. Образованием в Квебеке занималась церковь. Все книги, песни, стихи, радиопередачи подлежали церковной цензуре. В том же смысле, в каком в классическом Советском Союзе все подлежало советской цензуре, в Квебеке все подлежало церковной цензуре. Коренные квебекцы среднего возраста имеют сейчас по 10-12 братьев и сестер. Моя преподавательница в университете рассказывала, что во времена ее родителей было совершенно нормально, что если у семейной пары долго не рождается очередной ребенок, то к ним приходил священник и напоминал им о том, что в Библии написано «плодитесь и размножайтесь», а также о том, что контрацепция запрещена законом. То есть католическая церковь в Квебеке в то время была также плотно вовлечена в личную жизнь конкретных людей, как и в некоторые части государственного управления и контроля. Также церковь занималась всем тем, что в нормальной стране входит в юрисдикцию социальных служб. Все обездоленные люди, нищие, бездомные, сироты, люди с психическими отклонениями, были под опекой католической церкви. К примеру, детские дома были фактически католическими интернатами, куда принимали детей, оставшихся без родителей, детей, от которых отказались родители, и в том числе
детей, которые родились вне брака. Потому что в те времена в Квебеке, если незамужняя женщина рожала ребенка, то этого ребенка отдавали в католический приют. Не то чтобы их отбирали насильно, но мать ставили в такое положение, когда она в принципе не могла нормально жить, как мать-одиночка. От нее отказывалась семья, она не могла найти работу. Она была вынуждена отдать ребенка монахиням, которые могли воспитывать из него доброго католика. В то время как считалось, что его мать не могла справиться с этим по моральным причинам. Точно так же в эти интернаты поступало очень много детей аборигенов, индейцев и инуитов. Если местное начальство считало, что их родители не способны дать ребенку нормальное цивилизованное воспитание, если они живут как дикари, то детей у родителей отнимали, иногда насильно, и помещали в католические интернаты, где из них растили добрых католиков. В результате нагрузка на эти интернаты была огромная. Монахини не справлялись с обязанностью заботиться о таком количестве детей, даже если бы они хотели это делать. При том, что это ведь в основном были женщины бездетные, которые никогда не имели практики заботы о детях. И в результате уход за детьми в детских домах был очень плох. Впоследствии была создана комиссия, которая выяснила, что среди детей, которые были помещены в подобные учреждения во младенчестве, большинство из них не начинало говорить до достижения 4 лет, некоторые до достижения 6. Они не умели пользоваться вилкой и ложкой, они не могли сами одеться, они не могли сказать время по часам, они не знали, сколько им лет. Они демонстрировали значительное отставание в развитии. Не потому, что с ними физически что-то было не так, а просто потому, что они воспитывались как Маугли, только не в волчьей стае, а в монастыре, где они недополучали нормального человеческого внимания, заботы и тепла, которые необходимы ребенку просто, чтобы нормально развиваться. При этом дисциплина в католических школах была очень жесткой. К примеру, опять же, мой учитель французского языка, коренной квебекец, большой такой здоровый мужчина, еще не старый, у него на левой руке мизинец и безымянный палец были маленькими, как у ребенка, не ампутированными, а просто не выросшими. И он такой был большой мужчина с большими руками, это было очень заметно. И кто-то из наших спросил его, что случилось. И он нам рассказал, что когда он был маленьким мальчиком, он учился и жил в католическом интернате. И они с другом хулиганили ночью в спальне, они там перешептывались и кидались подушками. И монахиня, которая над ними надзирала, в наказание выставила его за дверь, на улицу, в ночной рубашке и босиком зимой. Его продержали там около часа. У него были обморожены руки и ноги, их смогли отогреть, но на одной руке 2 пальца так и остались парализованными и никогда не выросли. То есть его там просто искалечили. И это была нормальная школа для белых детей, у которых были родители. Это не был какой-то ужасный интернат, как, например, Сен-Ан, про который сейчас рассказывают по всему интернету. Это была школа-интернат для детей-индейцев на северах Канады. И в Сен-Ане был собственный самодельный электрический стульчик, на котором наказывали провинившихся детей. Не до смерти, нет. Из Сен-Ана дети регулярно бежали зимой через тайгу и наперегонки с волками, рискуя жизнью. Настолько они не хотели там находиться. И в процессе бегства эти дети периодически гибли, после чего их тела возвращали на санях в школу и выставляли во дворе в назидание другим детям, чтобы не бегали. В Сен-Ане дети периодически пытались покончить жизнь самоубийством. Они в прямом смысле слова бились головами о каменные стены и отказывались есть. Но это был, конечно, вопиющий случай. Не все школы были такими, как Сен-Ан. Тем не менее, уровень дисциплины, уровень поддержания дисциплины с современной точки зрения был совершенно кошмарный. Детей регулярно пороли розгами, ставили на колени на гравий во дворе в любое время года на часы, окунали головой в холодную воду и так далее. Это были нормальные меры поддержания дисциплины в школе. В этом не было ничего ужасного. Кошмар начался,
когда правительство Канады, федеральное правительство, решило вплотную заняться улучшением психиатрической помощи в стране. На конец Второй мировой войны психиатрическая помощь в Канаде была, по всей видимости, в очень печальном состоянии. В стране не хватало врачей, было по 10-15 врачей на провинцию, не хватало мест в психиатрических клиниках, где людей фактически просто запирали, чтобы они не мешали другим. И Канада решила что-то с этим делать. Они решили просто бросить деньги в проблему, просто увеличить финансирование психиатрических клиник по всей стране. И это благое, по сути своей, дело привело к совершенно катастрофическому эффекту Кобры в Квебеке под управлением Дюплесси, католической церкви. Дело в том, что федеральная дотация на содержание ребенка-беспризорника составляла на тот момент $1.25 в день. При этом на содержание психиатрического пациента выделяли $2.75, то есть больше, чем в 2 раза больше. И реальность, когда в Квебеке детские дома и психиатрические клиники находились фактически под управлением одного ведомства, привела к возможности совершенно ужасающего злоупотребления. Они брали детей из детских домов, объявляли их психически больными и перемещали в психиатрические клиники. Для этого было достаточно только свидетельства монахини, которая за ним присматривала. Зачастую это происходило вообще безо всякого врачебного контроля и освидетельствования, потому что эти психиатрические учреждения были не больницами в нашем современном понимании, а приютами, католическими приютами для психически больных. И там работали те же самые монахини. Ну не те же самые, а такие же монахини, как те же, что работали в школах. Ребенка фактически могли переписать из одной ведомости в другую, переместить из школы в психбольницу, и после этого католическая церковь начинала получать из федерального бюджета в 2 раза больше денег на его содержание. При этом объявить ребенка, выросшего в условиях, которые я вам сейчас только что описала, психически неполноценным, в общем-то не составляло труда. Если ребенок устраивал истерики, пытался бежать из школы, дерзил учителям, пытался покончить с собой, это были очевидные признаки психического заболевания. Если ребенок не мог научиться читать и писать, если он мочился в постель, если он выглядел глупым, это были признаки интеллектуального отставания. В начале 60-х годов, после смерти Дюплесси, а он умер на посту, если бы он не умер, он бы еще неизвестно сколько проправил. Но когда он умер, была организована комиссия по расследованию злоупотреблений во времена его правления, злоупотребления были множественные. И в частности, по этому поводу комиссия выяснила, что 22 тысячи человек, 22 тысячи детей были по этой схеме перемещены из детских домов в психиатрические клиники. При этом как минимум треть из них вообще не имела никаких причин находиться в психиатрическом учреждении. У них вообще не было никаких симптомов заболевания. Их туда перевели для достижения материальной выгоды. И если вы думаете, что мы с вами дошли до пределов человеческой низости, сообщаю вам, что в какой-то момент Дюплесси издал специальный указ, по которому можно было переквалифицировать детский дом в детскую психиатрическую клинику, просто переоформив документы. При этом дети, которые до этого жили в школе-интернате, оставались на том же месте. Монахини, которые за ними смотрели, оставались на том же месте. Просто этих детей прекращали учить и начинали лечить. Их просто начинали пичкать таразином, это хлорпромазин, чтобы они были более управляемыми. И после этого с ними не было никаких хлопот. Хлорпромазин – это нейролептик, то есть это лекарство для людей с тяжелыми психозами. И на тот момент оно было еще новое и очень слабо изучено, и на него возлагались большие надежды. И, честно говоря, Канада в результате вот этих вот событий смогла узнать очень много нового о хлорпромазине.
Появилось большое множество новых пациентов, на которых можно было испытать это новое интересное лекарство и выяснить, в частности, что у него огромное количество побочных эффектов. В Википедии сейчас есть две статьи. Отдельно статья про хлорпромазин и отдельно статья про возможные негативные результаты его применения. Хлорпромазин тогда называли химической лоботомией, потому что в достаточной дозе он производит впечатление удара битой по голове. При этом настоящую лоботомию, электрошок и все прочие методы психиатрического воздействия, которые сейчас или вообще не употребляют, или употребляют с большой аккуратностью только к самым тяжелым пациентам, все это применяли к этим детям, которые зачастую вообще не были больны. Но если человека, даже самого психически крепкого, насильно поместить в психушку, то он начнет вести себя неадекватно и демонстрировать причины, по которым его начнут лечить. И их лечили. И эти дети находились в психических клиниках на протяжении многих лет. И они вышли оттуда, не все, некоторые из них так и остались на всю жизнь пациентами психбольниц. Те же из них, кто вышел, на всю жизнь несли на себе результаты этой травмы детства. В 1989 уже году вся эта история снова всплыла на поверхность и оказалась достоянием гласности, когда популярная радиопередача пригласила сирот Дюплесси, как их тогда стали называть, на радио и проинтервьюировала их и попросила рассказать о своем детстве. Так вот, было сделано исследование, которое показало, что оставшиеся на тот момент уже пожилые люди к этому времени, сироты Дюплесси, показали значительное отставание от своих сверстников во всех фактически сферах, в экономической, в социальной, в личной. Среди них было больше безработных, меньше людей, заключивших браки и имевших детей. У них было больше хронических заболеваний разного типа. Среди них было больше алкоголиков и наркоманов, больше бездомных и людей, которые в принципе не справлялись с нормальной жизнью. Те из них, кто был более социально адаптирован и более благополучен, создали инициативную группу, которая попыталась судить правительство Квебека и католическую церковь за то, что они с ними сделали в детстве. Но Верховный суд Канады отклонил их иск, потому что он счел недостаточными объективные доказательства преступления, которые сироты Дюплесси могли им предоставить, потому что прошло довольно много времени, и все документы, если они были уже уничтожены. Но давление общественного мнения было так сильно, что к концу 90-х правительство Квебека все-таки официально извинилось перед этими людьми. Правительство Квебека признало, что это произошло, что злоупотребления были. Они принесли извинения сиротам Дюплесси и предложили им материальную компенсацию, которая в конце концов была выплачена. На тот момент живых осталось 1500 из более 20 тысяч, которые изначально входили в эту систему. При этом католическая церковь даже не извинилась. Более того, выплата материальной компенсации была проведена под условием, что сироты Дюплесси отказываются от всяких претензий к католической церкви и никогда больше не будут пытаться их судить. При этом, по некоторым калькуляциям, католическая церковь в результате этой схемы смогла сэкономить порядка 37 миллионов долларов. В заключение я хочу предостеречь вас от совершенно естественного желания обратить ваш гнев на непосредственных исполнителей этого злодеяния, на монахов и священников, которые, собственно говоря, объявляли детей психически больными и перемещали их из школ в клиники. Хочется думать, что они были садистами и психопатами, которые просто издевались над детьми для достижения материальной выгоды. Но большинство из них, конечно, ими не были. Некоторые из них были. Я уверена, что среди них были садисты и психопаты. Но большинство этих людей было просто простыми, крайне необразованными, очень религиозными людьми, которые свято верили своему начальству и отказались от
ответственности думать своей головой и самостоятельно принимать решения. Они верили в то, что вышестоящие люди лучше знают, что нужно делать и как поступать. Они были уверены, что они являются орудиями добра. Нет ничего страшнее церкви, сросшейся с административным аппаратом государства. Этот монстр способен контролировать как нашу социальную жизнь, так и нашу духовную жизнь и фактически нашу психику. И поэтому свобода совести, свобода религиозной жизни каждого конкретного человека – это ценность, от которой мы не можем и не должны отказываться. Мы должны защищать свою духовность от вмешательства государства всеми возможными средствами и до конца. С наступающим Рождеством вас! Всего вам доброго и до свидания!